Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаете, какой самый главный критерий, чтобы определить, настоящая вы рукодельница или нет? Если ваши друзья начинают откладывать для вас то, что обычно бы они без колебаний выкинули бы в мусор, значит вы самая рукоделистая рукодельница. Мне отдали образцы мебельной ткани. Красивые, но залитые клеем, маленькие и узкие. Будем потихоньку их пересматривать, убирать мусор, выбирать кусочки и полоски хорошей чистой ткани. И все кусочки рассортируем по цвету и размеру. Мы ведь рачительные хозяйки. Первым делом пустим в ход все маленькие кусочки, а в качестве основы возьмем большой кусок плотной мебельной ткани. Нашелся такой нейтрального цвета, размер 68 на 68 сантиметров. Найдем и отметим его середину. У меня отыскалось несколько маленьких кусочков мебельной ткани одинаковой формы, но разных цветов. У них один край с закругленными углами, и все они уже обработаны на оверлоке. Это прекрасно. В центр коврика поместим кусок мебельной ткани нейтрального бежево-коричневого цвета. Зафиксируем его, заколем булавочками и прикинем, в каком порядке будем пришивать маленькие лоскутки. Все коврики шьем с приставным столиком. Надо, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Все лоскутки будем пришивать по периметру обычной прямой строчкой. Прошиваем кусочек с 3 сторон, потом переходим к следующему. Зафиксировали первый ряд лепестков. Определяем места, где у нас будут лоскутки второго ряда. Так шьем, не торопясь, ряд за рядом. Мелких кусочков у меня оказалось не очень много, а хочется все изделие выдержать в одном стиле. Но у меня нашлись лоскутки более широкие. Продолжим работать с ними. Тоже сначала определим, где именно они будут лежать. Работаем так же, как и с мелкими лоскутками. Прошиваем по периметру с 3 сторон. Эти куски крупные, резать их не хочется.
Но для коврика это хорошо. Так мы закрываем всю поверхность основы. Когда лицевая часть дошита, коврик переворачиваем и, ориентируясь на края, отрезаем лишнюю ткань. Конечно, я показываю вариант с той тканью, которая есть у меня. Вы можете использовать те плотные ткани, что есть в вашем распоряжении. Кусочки драпа, фетр, джинсовые обрезки. Край коврика обработаем бейкой. Можно взять полоски плотной портьерной ткани шириной 5,5 см. Коврик получается плотненький, толстенький. Обшиваем бейкой открытый край. Как формировать угол, я уже несколько раз показывала и рассказывала. Открытый срез бейки дважды подворачиваем и пришиваем. Обратите внимание, шьем мы по лицевой стороне. Строчку прокладываем в шов. Она потом будет закрыта наплывающей тканью, и ее не будет видно. И угол у нас получается очень красивый и аккуратный. И с изнанки тоже все хорошо. Коврик у нас получился не очень большой, 68 на 68 сантиметров. Но так и было задумано. Есть в доме такие места, где он нужен. И еще, если вы заметили, то в середине коврика, чтобы не двигалась ткань, можно сделать небольшую стежку. Допустим, просто прошить контур сердечка. В пару к этому коврику хотелось бы сделать еще один, немного подлиннее, но это чуть позже, когда просмотрю и остальные образцы мебельной ткани. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, придумывайте свое. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивей и интересней, чем у меня. Всем желаю приятного творчества. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!